Привет, куберы! Учебный год вот только-только начался, и вы скорее всего задаетесь вопросом, какой кубик Рубика брать с собой на учебу, в школу, в вуз или на работу, чтобы скоротать время, когда скучно, или занять чем-то руки во время перерыва. Я выделил 4 характеристики, по которым мы будем отбирать кубики, которые подходят для этого. Первое – это соотношение цены и качества. Я считаю, что кубик должен быть недорогим, но при этом качественным, благо таких сейчас много, и подобрать классный кубик можно легко на сайте procuber.ru. Переходи и выбирай. Большой ассортимент, самые низкие цены и быстрая доставка. Все это только на procuber.ru, ссылка будет в описании. Долговечность. Под этим пунктом я подразумеваю износ наклеек. Чтобы не думать про это, я предпочитаю собирать на кубики из цветного пластика и советую всем делать так же. Я долгое время собирал на кубики с наклейками, и у меня с этим никаких проблем нет. Я и сейчас могу это делать, но со временем мне стало лень возиться с наклейками, и я полностью перешел на кубики из цветного пластика и очень этим доволен. Размер. Я и так использую кубик размера мини, который составляет 55 мм, и я его беру без проблем с собой, но в рюкзаке обычно. Но если нужно будет положить в карман джинсов, то такой размер не подойдет, и нужно взять с собой какой-то кубик меньшего размера, например 50 мм, 47 мм, 45, 42, или вообще это может быть брелок на ключи размером 30 мм. Уровень шума, который издает кубик. Здесь в принципе все зависит от умения тихо и аккуратно крутить грани, то есть от скиллов. Чем быстрее крутишь, тем громче сборка. Мне кажется, в этой ситуации ничего нельзя сделать. Скоростная сборка – это всегда шумно, нужно это принять. Также есть еще зависимость от уровня шума в помещении. Если это огромная аудитория, то можно крутить любой куб на любой скорости, и слышно его не будет. Если аудитория маленькая, то нужно крутить медленно и аккуратно. Лучше это делать, используя кубик Рубика версии мини. Это были основные требования, которые я предъявляю к кубику, который куда-то нужно брать с собой. Если тебе нравится то, что я делаю, то обязательно поставь этому видео лайк и напиши в комментарий, какой ты кубик берешь с собой куда-нибудь и почему. А если ты здесь впервые, то подписывайся на канал и переходи в паблик ВКонтакте. Участвуй в регулярных опросах, высказывай пожелания по поводу новых видео, и я обязательно все прочту и для себя сделаю какие-то выводы. Понятно, что можно взять какой-то свой основной кубик Рубика 3 на 3, какой-нибудь GAN SM или другой дорогой кубик аналогичного ценового диапазона. Но я не советую этого делать, потому что мой личный опыт подсказывает, что постоянно будет случаться такая ерунда, что будут просить покрутить одноклассники, однокурсники или коллеги. Будут тупить, пытаться своими кривыми руками разобрать, переклеить наклейки, в общем делать какую-то ерунду или типа того, сопровождая все это шутками. Сейчас так запутаю, что никогда не соберешь, и все в таком духе. В неумелых руках кубик вообще может разлететься. Я стараюсь поэтому никому свой кубик не давать, потому что он настроен исключительно под меня, и в руках новичка он может вести себя непредсказуемо и может взрываться. Ставь лайк, если у тебя есть такой друг, который постоянно взрывает твой куб. А если у тебя случалась какая-то смешная, глупая или интересная история, то напиши ее мне в комментарии. Я обязательно все комментарии прочитаю и что-нибудь отвечу по этому поводу. И может быть в одном из будущих видео расскажу истории, которые случались со мной или моими знакомыми. Дальше. Может быть такое, что преподаватель заберет кубик, если, например, ты будешь шуметь или мешать другим. Шанс, что кубик упадет, поломается или будет оставлен где-то, а впоследствии безвозвратно потерян, в разы выше. Поэтому мое мнение, что кубик в школу или на занятия должен быть недорогим, но при этом качественным, чтобы если вдруг случится форс-мажор, его было не жалко потерять и можно было спокойно с ним расстаться. Под эти параметры подходят кубики Mafang Warrior, Muyu Guanlong, Yuxin Little Magic, Mafang Sail и некоторые другие. Но эти кубики подойдут не всем. Дальше я объясню почему. Так как кубик постоянно нужно переносить, я думаю, что кубик должен быть из цветного пластика, чтобы стикеры со временем не износились. Постоянно нужно будет убирать в рюкзак или в карман, и 100% стикеры будут изнашиваться очень быстро. По моим наблюдениям, уже через 1-2 дня стикеры начинают облазить. Из этого, конечно, есть выход. Можно носить в чехле или в пластиковом боксе, но опять же все равно стикеры могут износиться очень быстро, потому что это не всегда возможно. Поэтому цветной кубик, на мой взгляд, это оптимальный вариант.
Из цветных кубов хорошими вариантами будет тот же самый Mafang Warrior, Muyu MF3 RS или Muyu MF3 RS2, Yuxin Little Magic и некоторые другие. На данный момент я не учел один из главных параметров для кубиков в школу. Это его размер. Желательно, чтобы кубик был маленьким. Ты же хочешь быть как Джеймс Бонд, собирать кубик незаметно и без лишнего шума, а если палево, быстро спрятать в карман или сумку, пока преподаватель не видит, чтобы не быть застуканным врасплох. Навскидку мне приходят в голову сразу кубики 3х3 от Dayan. Есть версии 55 мм, 50 мм, 42 мм. Бывают и цветные, и с наклейками. В принципе, это хорошие кубы, я ими доволен, особенно учитывая, что есть вариативность по размеру. Еще в голову сразу приходит Valk Mini, размер которого составляет 47 мм. Тоже хороший мини-кубик и не сильно дорогой, но все равно дороже бюджеток на порядок. Gun 354M в принципе маленький и цветной, тоже как бы подходит, но цена его настолько велика, что не очень хочется его рекомендовать, так как неизвестно, что может случиться, и будет очень жалко потраченных денег, например, в случае утери. Остановимся подробнее на кубиках от Dayan. Каждый из размеров представлен в трех видах: белый пластик, черный пластик и цветной пластик. На кубиках 55 и 50 мм можно без проблем собирать за 15 секунд, а то и меньше. А на кубике 42 мм это уже немного сложнее, но тоже в принципе возможно. Из-за такого размера кубик становится держать несколько сложнее, но зато сборка становится веселее. Эти кубы, даже несмотря на размер, отлично срезают углы в диапазоне 40-45 градусов, ну вообще легко. Поэтому эти кубики можно назвать профессиональными, и мне на них довольно комфортно собирать. Кубики Dayan, в частности их цветные версии, изготовлены из глянцевого пластика и поставляются в обычной картонной коробке. У компании Muyu есть целый сет мелких кубов из серии MF, в которые входят 5 кубиков версии мини, если я не ошибаюсь, следующих размеров: 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм и 50 мм. На мой взгляд, какой-то из этих кубов очень хорошо подойдет для того, чтобы брать его с собой, поскольку есть из чего выбрать по размеру. Все они цветные, отлично крутятся, приятно выглядят и стоят в целом недорого. У 2 или 3 из них есть возможность прицепить их на ключи за специальное колечко, что иногда тоже очень удобно и полезно. Вообще, кубик-брелок на ключи это must have. У меня на ключах в разное время были разные кубы 2х2, 3х3, и я постоянно их крутил, когда было очень скучно. Например, находясь в очереди или в лифте, когда нужно долго ждать, а занять себя совершенно нечем. И нормального куба, как назло, под рукой нет. И как раз на помощь приходит кубик на ключах, потому что он всегда с собой вместе с ключами, и это удобно. Рекомендую вам тоже присмотреться, если у вас часто бывают ситуации, где нужно долго ждать. Кубики мини от Muyu тоже отлично крутятся, хорошо срезают угол больше 45 градусов. Они изготовлены, в отличие от Dayan, из матового пластика. Это не минус и не плюс, это на любителя, кому как больше нравится. У меня есть кубы из глянцевого пластика и из матового пластика. Я не могу сказать, что лучше, просто это разный тип пластика. Цветовая схема у кубиков от Muyu более светлая, но при этом палитра цветов хорошо подобрана, и кубик выглядит отлично. Сейчас я немного пособираю на этих кубах и покажу, что на них можно довольно круто собирать. Ну вот, в принципе, результаты говорят сами за себя. Каждый из кубов отлично себя проявил в бою и, на мой взгляд, заслуживает внимания. Весь секрет заключается в том, что вообще все уменьшенные кубы это точные копии по строению своих полноразмерных собратьев, и поэтому они так хорошо крутятся, практически не уступая обычным кубам. Про Valk 3 Mini само за себя говорит то, что на полноразмерной версии этого кубика был установлен мировой рекорд. А как я уже сказал, версии Mini это точные копии кубов за исключением их размера. Этот кубик является одним из фаворитов среди всех профессиональных кубов.
Крутить этот куб одно удовольствие. Он не заедает, не разлетается, отлично срезает углы, больше 45 градусов точно. Цветовая схема замечательная. Если постараться, то на нем можно собирать практически как на полноразмерном кубике Рубика 3х3. При моих результатах получится где-то секунд 12. Учитывая, что это версия мини, то это очень крутой результат. Кстати, случайно заметил, и для меня это стало открытием, что на этом кубике можно неплохо собирать одной рукой. То есть использовать его для однорукой сборки, что является, несомненно, плюсом для этого куба. А вот если размер кубика будет меньше 47 мм, то мне уже становится некомфортно собирать одной рукой. Поэтому, наверное, это минимальный размер кубика, на котором мне было бы удобно собирать одной рукой. Какой вывод из этого всего можно теперь сделать? Да, то, что версия мини — это отдельный пласт головоломок, пусть и небольшой, но все же пласт. Почти у каждого производителя есть какой-то свой вариант кубика мини. Понятно, что полноразмерный основной кубик заменить полноценной версии мини нельзя, но в арсенале какой-то мелкий куб иметь не помешает, хотя бы на ключах. Вот у меня на ключах в данный момент вот такой кубик Рубика 3х3 Jelly от Mofang. До этого у меня были другие вот такие кубики. Место он не занимает и поможет скоротать время и не заскучать, когда вы чего-то ждете. Также можно удивлять знакомых или наоборот незнакомых, так как мелкие кубы выглядят очень любопытно и забавно, как-то по-игрушечному. Если тебе понравилось видео, поставь лайк и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые, еще более крутые видосы. Подписывайся на мои инстаграмы, вступай в паблик ВКонтакте, добавляйся в друзья, буду рад всем. Все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр. На этом у меня все. С вами был ProKuber. Собирайте кубики.